Всем привет-привет! Вы на канале Вязание с Ольгой Девинец. Сегодня мы с вами свяжем идеальный квадрат столбиками с накидом. Итак, приступаем к вязанию. Я буду использовать полиэфирный шнур 3 мм, крючок номер 4. В данном мастер-классе я вам покажу, как это делаю я. Вариантов есть множество. Может, кому-то будет полезен данный урок. Итак, делаем колечко амигуруми. Заводим крючок, вытягиваем петельку, провязываем, ныряем еще раз, провязываем и вот эту, и еще одну воздушную петлю. Так я делаю искусственные столбики с накидом. Так, еще один столбик с накидом. Напоминаю, мы вяжем идеальный квадрат столбиками с накидом. Так, 2 воздушные петли. Теперь провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. То есть это как бы формируем с вами квадрат. Так, первая сторона еще не полностью готова, вторая, третья. Сейчас сделаем четвертую. Так, раз, 2, 3. Ну и завершим нашу первую. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом мы здесь уже провязывали, осталось провязать еще один. Провязываем еще один столбик, затягиваем наше колечко. Так, затянули. И смотрите, как я перехожу на следующий ряд. Вот эту петельку вытягиваю. И вот у нас петелька между 2 столбиками, можно сказать. Вот так вот. Сюда вот эту петлю. Так. Еще раз сюда же ныряем. Провязали. И 1 воздушная петля. Вот у меня искусственные столбики с накидом. Итак, расскажу принцип какой. Принцип вязания. По каждому ребру будем провязывать. Вот, например, у нас здесь 3 столбика с накидом. Мы их и провязываем. 1, 2, 3. Но в уголках мы будем вязать по 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. За счет этих угловых петелек, скажем так, и будет увеличиваться наш квадрат. По этой стороне, смотрите, 1 столбик с накидом мы провязали. Теперь вяжем уголочек. Накид. Еще 1 столбик с накидом. 2 воздушные петли. И здесь 2 столбика с накидом. И по этой стороне провязываем над 3 столбиками предыдущего ряда тоже 3 столбика с накидом. Только первый вот отсюда мы начинаем. При вязании таким способом не видно никаких переходов. Я вам покажу, связав небольшой кусочек, что абсолютно не видно, где, откуда я начинала свое вязание. Так, теперь снова вяжем уголок. Уголки вяжем постоянно, ну вот, как я вам и говорила, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. И снова 2 столбика с накидом.
снова здесь провязываем над 3 столбиками, провязываем снова 3 столбика. Вяжем до конца самостоятельно этот ряд. Я еще раз покажу, как переходить на новый ряд. Так, смотрите, довязываем до конца наш второй ряд. Вот эту петельку вытягиваем, идем вот сюда. То есть это косичка наша, которая соединяет 2 столбика с накидом. Вот так вот ее протянули. Смотрите, таким образом, чтобы вот эта петля была одинакового размера с вот этими всеми косичками. И еще раз заводим ее вот сюда, провязываем, и воздушная петля. Таким образом мы сформировали искусственный столбик с накидом. Смотрите, принцип таков: с каждым рядом каждая сторона, каждое ребро, можно сказать, у нас будет увеличиваться на 4 столбика с накидом за счет вот этих наших угловых прибавок, так как в уголках, еще раз повторяю, мы прибавляли 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом. То есть за счет вот этих 2 столбиков каждая сторона с одной стороны и с другой стороны увеличивается на 4 столбика. Провяжем еще вот этот третий ряд, накид. В уголках снова провязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. Два столбика с накидом. И по периметру теперь мы вяжем 7 столбиков с накидом. Не забываем, что начинаем вот отсюда вязать. Провязали 7 столбиков, снова уголочек, опять вяжем 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом. И идем по следующему периметру, опять же провязывая 7 столбиков с накидом. Я думаю, так далее довяжете самостоятельно. Еще раз потом покажу, как переходить на новый ряд. Смотрите, последний столбик по той стороне, где мы начинали наш ряд, мы провязываем за вот этот вот полустолбик, как бы сказать, полупетлю. То есть это наша петелька соединения. Вот видите, если обычно мы за косичку провязывали, то здесь у нас такая полукосичка. Вот так вот. Опять же эту петельку вытягиваем, заводим вот так вот за петлю между 2 столбиками предыдущего ряда и вот так вот потянули. Я уже говорила, чтобы оставляли вот эту полупетлю такого же размера, как и вот эти наши косички. Нырнули, вытянули и еще одна воздушная петля. Вот таким образом вяжу я, то есть это мой метод. И есть много других методов, кто-то вяжет, ну, есть много других методов, все вяжут по-разному. Вы можете вязать так, как я показала. То есть мне очень нравится, тогда не видно никаких переходов. И вот этот вот искусственный столбик с накидом, он получается как и все остальные столбики. Итак, если вам понравился мой мастер-класс, мой как бы урок по вязанию идеального квадрата столбиками с накидом, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!